Вам важно найти там 3 контакта. Я просел первый день, меня вообще порвало. Смело, нагло пробуйте, трогайте, смотрите. Возможность есть просто, ребят, на каждом шагу. В итоге человек должен получить свой бизнес, который по факту дал вот он сам себе. Только один подход, и уже глаза горят. Это прям вскрывает голову. Громадное количество возможностей, идей, тем, трендов. Я видел, как другие вот группы ходят по выставкам, там, люди как утки ходят за там, человеком, который там ведет их. Проводник группы говорит, вот смотрите вот это, смотрите вот это. И они по факту, да, то есть, получают пережеванную информацию. Когда человек придумывает сам, то ему потом, во-первых, легче докручивать. И моя цель как раз вот научить людей правильно мыслить, чтобы они находили самостоятельно тренды, а не ходили за мной гуськом, чтобы я им показывал, вот это зайдет, вот это зайдет, вот это зайдет. Привет, срез. Все сфоткали. Эрик, давайте сюда. Почему я говорю про цели? Потому что если вы просто сейчас пойдете гулять по выставке, там много этажей в каждом, поэтому лучше сначала пойти туда, где ваша тема, где вам интересно. Я хотел бы быстрее уже нырнуть туда и обойти просто каждую точку. Окей, погнали. Задача ознакомиться с выставкой, да, то есть понять, как это работает. Будьте более наглыми, более настойчивыми. Вам важно найти там 3 контакта там, самых интересных. И в конце, уже там после выставки, каждый поделится информацией, что он интересного нашел. Только что разошлись с группой предпринимателей, я им дал задание, чтобы каждый добавил в чат те фабрики, которые им интересны. Там 3 самые интересные фабрики. На выходе человек должен научиться сам найти свою тему, свой продукт, понять, как он его будет продавать. В итоге человек должен получить свой бизнес, который по факту не дал ему гусь, да, а дал вот он сам себе. Это одноразовая посуда получается. Это сейчас в Европе типа тренд. Смело, нагло пробуйте, трогайте, смотрите. 188 тысяч долларов. Я не знал о том, что здесь будет производство, но однозначно, как человек, который соприкасался в своем бизнесе в том числе с производством, для меня это не новое. Да, много интересного, но сказать так, чтобы я прям вау, хочу завтра иметь производство, наверное, я пока не могу, потому что я не знаю рынка. То есть я предпочитаю всегда вначале изучить. Только один подход, и уже глаза горят. От первого стенда уже нельзя оторвать. То есть очень важно в этой штуке, чтобы тема нравилась, чтобы она лежала к душе. Потом второе – это коммерческая составляющая, а потом третье уже детали, сервис там и так далее разобраться. То есть я им как бы подбрасываю мысли, я им подбрасываю идеи. Фото стенда сфоткайте. Когда визиток много, ты потом забываешь. Я сначала показываю, каким образом там это делаю я, каким образом правильно провести переговоры. Вот фотографирую ее визитку сразу, то есть она пока меня добавляет. Информацию, которую она мне сказала, я записал, все, она уже сохранилась. Да. Ребят, я не знаю, как их остановить. Они останавливаются возле каждого стенда и очень долго стоят просто с горящими глазами. Ну, это прям вскрывает голову, реально. То есть я иду по выставке, смотрю на станок по производству бумажных стаканчиков и понимаю, что в Москве просто космический, просто гигантский рынок именно на эту продукцию. Ты видишь, опа,
Блин, так это же тоже ходовая ситуация. Так, а вот смотрите, делаются трубочки. What's price? 7 тысяч. Там было 17. Этот 7, ну, вопрос качества. Так вот, она крутит трубочку. Нет, вот, смотри, видишь? Вакуум, да, я так понимаю? Is it pack? Да. Вакуумная машина. Может запаковать все, что угодно, вакуумную упаковку. Стоит $480. Сейчас возьму визиточку. Телеграм-канал «Чайный бизнес-комьюнити» сейчас брошу. Ребята сначала к заданию отнеслись так себе. Бля, вот это поворот. Они рассчитывали, что я буду гусем их водить. Они не понимали до конца, что я имею в виду. Они немножко так с опаской к этому отнеслись. Я старался там не нахрапом, ну так аккуратно, но все-таки как бы сделать так, как я хочу. Для них вот первый день это когда они все-таки вышли. Я им говорил, что нужно фокусироваться. Они вышли, они увидели просто офигеть, сколько идей, сколько всего. Я просел первый день, меня вообще порвало. Они попали в расфокус. Им все-таки нужно, чтобы, ну, желательно по башке вот, чтобы, ну, чем-то ударили, да. Так, что, куда дальше? Ну, от камеры. Ладно, идем дальше. Подожди, останови пока. Не, все равно сейчас растерянность. Надо это говорить или нет? Я реально понял, что я вообще не понимаю, за что мне браться. Ассортимент невероятно большой. И подставочки. Что это у нас? Колоночка? Так, здесь тоже тема света. Это что-то новенькое. Всего столько, такой наплыв информации. Просто расфокусировался, и ты, как, я не знаю, как маленький ребенок, который потерял маму, папу среди большой толпы. Вот это было состояние. Please contact WeChat. Minimal MAQ. 200? Ну, вроде тема нормальная. In WeChat каталог, окей? Ну, в этом надо как минимум разбираться. Движ пошел и понял, что здесь вообще не паханое поле на самом деле. Жизни не хватит реально, чтобы, блин, даже не знаю, 5% заняться этим, что там продается. Где-то 2-3 часа прошло, я говорю, блин, закройте меня здесь, я хочу остаться до утра и исследовать, ну вот, каждую тему. Громадное помещение и внутри, и снаружи. Очень много разнообразной, действительно качественной продукции. Мой плохой английский играл мне на руку. What price this? This price? Да, $1? $21. Прежде чем сказать вообще абсолютно там первые слова, ну то есть я приходил, говорил hello, а потом прежде чем сказать какие-то первые слова, я садился, так, делал какую-то паузу, какой-то такой произносил звук, там что-то задумывался, а потом говорил что-то очень-очень простое, типа I have one questions. Вот, то есть моя вот это вот медленное, значит, медленное раздумье и так далее, оно как-то, видимо, обезоруживало людей, но в то же время заставляло на мне сфокусироваться, потому что я же пришел, я же сел, я же там что-то там, сейчас, вот, а потом I have one questions, I need your product, give me price, please. Ребят, посмотрите, какой офигенный стенд. Возле него хочется просто остановиться и посмотреть, разобраться, чем они занимаются. Вот нужно вот таким образом привлекать к себе клиентов. Давайте разберемся, что это. То есть это некие диодные панели, на которых можно сделать любое изображение там, любых размеров. То есть, представляете, можно сделать там, размером с торговый центр. Любое изображение, посмотрите, можно выводить на него, то есть с помощью диодов. Очень прикольная тема. Друзья, это, кстати, в аренду будет очень выгодная тема. Один раз покупаете и сдаете в аренду там, на стадионы, на разные концерты. What's price? Yes. $820 стоит квадратный метр. Ну, реально, если в аренду сдавать, это может быстро отбиться.
Ребят, кто видел вот такие аппараты у себя в стране? Как видите, он стоит $8000, можете купить, поставить у себя дома и каждое утро пить фреши. Ну или можно взять что-то поменьше. What's price? Ну а этот за $480 можно купить. Сейчас ему, ребят, дам QR-код, чтобы он мне денежку переслал. Чуть не отправил мне 100 юаней. Ребят, $20 стоит вот такой вот металлоискатель. Очень прикольная тема. Тема металлоискателей, она на самом деле достаточно интересна. И не только с точки зрения для себя, но и с точки зрения бизнеса сдавать в аренду. Кстати, аренда металлоискателя стоит ориентировочно $10. Этот металлоискатель стоит $20. 2 раза в аренду сдал и отбил себестоимость. Та цена, которая сформирована здесь на этот товар, и та цена, которая существует в Украине, она просто космически велика. Говорит, что у вас очень много лесов, и у вас можно найти много разных интересных штук, например, старинные монеты, это серебро. Отличная идея вот с этим бизнес-туром, отличное обучение. Не то, что там, знаешь, как возят там челночников, там поехали на ту фабрику, поехали на сю фабрику. Я смотрю Артема на Ютубе, я понимаю, что, во-первых, он как бы знает, о чем говорит, человек какой на экране, такой фактически в жизни. Слушай, ну мне кажется, что они тоже не производители. А чего такие мысли? Но если вот это у него колонка получается 6,5. Есть такой сайт Магнат, то у них там по 5,5, по 5. Мы с тобой-то начали ходить, немного ожил, как бы. Мне интересно становится. How much? Я просто такие продаю. Мне сейчас интересно, что она скажет, какая цена. 7,6. Я их брал у нас по-моему, по 11 я брал. Слушай, ну что за цены? Я не понял. Куда мы приехали? Начнем со знакомства. 10 тысяч минимальный заказ. Вот это точно фабрика. Фабрика, да? Тут цена охеренная. Ну, цена 53 цента. Я прихожу, что я подошел, узнал, взял визитку, сфоткался, там, добавился, все. Как я это вижу, потом приехать, там уже в чате с ним там добивать его и все такое. Ребята понемножку втягиваются. Сначала все говорили, что нет, мы будем ходить только с тобой. А сейчас уже, когда поняли, как это работает, и увидели большое количество новых темок, новых возможностей, каждый хочет уже найти что-то свое, что-то индивидуальное, уникальное. Широта предоставляемых возможностей при работе там, с Китаем, она начала мне тут открываться, ну, то есть, знаешь, как некое вау. Возможностей есть просто, ребят, на каждом шагу есть громадное количество возможностей, идей, тем, трендов. Я не знаю, вот какими словами вот сейчас человек смотрит, ну что надо сейчас такое сказать, чтобы, ну, чтобы вас включило. Здесь надо быть просто, здесь надо быть. Нету времени, что значит нету времени? Ну все, гейм овер, блин, гейм овер, нету времени, ну, блин, на завод тогда, ну не знаю. Второй день наше задание – это определиться с 3 продуктами. Прикольный, такой меняет, на удар реагирует. Так себе, короче, как они там называются? Поп-сокеты? Это чтоб не проступать, блин. Это не вставляй в видео. Это уже первые реальные переговоры, когда платятся деньги. Фонда как всегда.